Мои любимые, всем привет! Сегодня делаю заготовки в морозилку для экономии времени и сил, да и в общем для облегчения жизни. Делаю я подобные заготовки в морозильную камеру постоянно. Без таких заготовок я как без рук, поэтому решила поделиться ими с вами. Вдруг вы почерпнете для себя что-то полезное. Ведь такие заготовки очень здорово экономят наше время пребывания на кухне и иногда еще экономят и деньги. Например, как сейчас. В конце августа, в сентябре обычно падают цены на многие овощи. В это время продается недорогой грунтовый перец. Именно такой я замораживаю кольцами и использую его в пиццу, в различные овощные или мясные запеканки, да куда угодно. Можно, кстати, нарезать его и кубиком. Это уже как вам нравится и зависит от блюд, в которые вы планируете его добавлять. Мне больше нравится кольцами. В случае чего, допустим, для рагу, эти колечки можно легко нарезать на более мелкие кусочки. Даже в замороженном виде перец легко режется. Практически все овощи я замораживаю на гибких пластиковых досках. Если овощи достаточно водянистые или липкие и примораживаются к поверхности, то, погнув доску в разных направлениях, все начинает отлично отходить. В этом плане замораживать на жестких подносах мне нравится меньше. Укладываю первый слой овощей, накрываю второй досочкой, на нее укладываю овощи, сверху опять доска, ну и так далее. И в начале осени обязательно замораживаю томаты сливки. Мало того, что они очень недорогие, эти томаты просто отлично подходят для заморозки, потому что в них не так много жидкости, как в других помидорках. Нарезаю их кружочками и замораживаю. В основном использую для пиццы, для мяса по-французски, для горячих бутербродов, в запеканках. Получается очень ходовая заготовка практически на целый год. То, что вы сейчас видите, это еще не все. Хочу докупить помидоры и сделать еще порцию, потому что такого количества на год нам точно не хватит. Сразу в пакете замораживаю только морковь и зелень. Они практически не слипаются. Единственное, они не должны быть мокрыми, иначе, конечно, заморозятся одним большим комком. Так что, когда их помоете, подождите, пусть они немного полежат, подсушатся, и тогда можно нарезать, разложить по пакетам и отправить в морозилку. Остальные овощи я раскладываю на доске, чтобы они не соприкасались. В таком виде отправляю в морозилку. И уже после того, как они заморозятся, я раскладываю по пакетам. Вообще, заготовки в морозилку я разделяю на две группы. Ну, как сказать, именно по времени исполнения, что ли, наверное, так. Это сезонные и все сезонные. Допустим, клубника. Для меня это сезонная заморозка, то есть клубнику я замораживаю летом, когда она активно поспевает на огороде, и мы не успеваем всю ее съесть. Специально для заморозки клубнику не покупаю, потому что, что она свежая, что та, которая продается уже замороженной, по цене получается одно и то же. В таком случае просто теряется смысл. Весной всегда стараюсь купить несколько пучков черемши, потому что потом ее не найти ни в замороженном виде, ни в свежем уж тем более. Даже в Метро, где продается практически все, мне кажется, замороженной черемши нет продажи. Так что в сезон ее покупаю, нарезаю и замораживаю. Потом в течение года делаю пироги, очень вкусные получаются. К сезонным заморозкам у меня также относятся, как я уже говорила выше, томаты, сливки, грунтовый перец, грунтовые баклажаны. Это у меня уже больше осенняя заготовка. Я ее делаю в сезон. В другое время года специально покупать и замораживать эти овощи я не буду. А вот такие заготовки, как уже нарезанная или натертая морковь, укроп, петрушка, какие-то грибы в сыром или приготовленном виде. Или, если не говорить только об овощах, то это еще и натертый сыр, чесночное масло, какие-то уже специально приготовленные блюда. Допустим, котлеты я люблю сразу налепить побольше и отделаться, так сказать. Фаршированный перец, всякая выпечка, пицца и прочее, прочее. Это у меня уже все сезонная заготовка в морозилку. Ее я делаю для удобства совершенно в любое время года и по мере необходимости. Все это для экономии сил и времени. Ну и также не приходится часто свинячить на кухне и пачкать посуду. Так один раз помыл, почистил, нарезал и все. Сейчас я нарезаю кубиком морковь. Здесь 1 килограмм. Мне больше нравится мытая, которая продается уже фасованной. Она более сочная, и стараюсь выбирать маленькие узенькие морковочки, так их проще будет нарезать. Сейчас не буду делать заготовку в виде натертой моркови,
моркови, потому что в морозилке у меня еще осталось довольно много с того раза, а вот кубиком морковь закончилась. Нужно восполнить запас. Эта заготовка такая простая, но при этом так удобно в дальнейшем. Чтобы приготовить суп, вам не нужно ради одной морковки тратить свои силы, пачкать посуду, чистить эту несчастную морковку, потом ее тереть или резать. А просто взяли нужное количество из морозильной камеры и забросили в суп или еще в какое-то блюдо. А вот, кстати, если вы любите супы с зажаркой, то можете сделать сразу побольше зажарки, прямо целую сковороду, остудить и расфасовать по пакетам, либо по крупным формочкам для льда, например. Или, знаете, есть еще такие силиконовые формочки для выпечки. Можно их наполнить и заморозить, потом извлечь, сложить в пакет и отправить в морозилку. У вас таким образом получится уже порционные кусочки зажарки. Я раньше именно так и делала. Это безумно удобно. Бросаешь такой кусочек в суп и готово дело. Сейчас я готовлю супы без зажарки, чтобы снизить количество масла. Ну, а если вы не можете обойтись без зажарки, то такая вот идея вам отлично облегчит жизнь. Теперь переходим к приготовлению овощного рагу. Также пойдет у нас в заморозку. Нарезаю небольшим кубиком баклажаны, кабачки. Делаю на глазок, но принцип такой: на один баклажан идет один кабачок и один помидор. Нарезаю 2-3 дольки чеснока, но тут дело вкуса, можно побольше, можно поменьше или вообще не добавлять, если чеснок не любите. Я вот лук не люблю, поэтому не добавляю. А так можно сюда мелко нарезать лучок, кто любит. Люблю сюда добавить какую-то зелень. Опять все зависит от вашего вкуса, того, что вы любите. Это может быть и петрушка, и кинза. Ну а я буду делать с укропом. Солю, перчу. Когда готовите, пробуйте. Чего для вкуса не хватает, добавляйте. Возможно, придется добавить чуть-чуть сахара для нейтрализации кислоты, которую могут давать томаты. Но в моем случае помидорки оказались сладкие, вкусные, так что сахар не понадобился. Все перемешиваем и оставляю тушиться под крышкой. На огне чуть меньше среднего, примерно минут 40. Смотрите, если овощи стали мягкими, нежными, значит все, готово. После заморозки совершенно не теряет своих свойств. По вкусу такое же, как только что приготовленное. Будет отличным дополнением к гарниру. А недавно я попробовала добавить в пиццу. Да-да, именно так, вы не ослышались. Пришла такая идея совершенно случайно, что называется нежданно-негаданно. Я прибиралась в морозилке, нашла одну порцию такого рагу, который замораживала прошлой осенью. Думаю, надо уже использовать, а то скоро уже новые заготовки буду делать. А сын просил пиццу, и мне пришла в голову мысль, а почему бы не использовать это рагу как начинку? То есть я сделала пиццу как обычно, тесто, томатный соус со специями. Далее тонким слоем распределила рагу, посыпала сыром и сверху положила несколько половинок томатов черри. Девочки, это реально было вкусно. В жизни не поймешь, что там внутри овощное рагу из баклажанов и кабачков. Но зато это дало такую нежность, сочность внутри. Нам всем очень понравилось. Конечно, неожиданное применение, но реально вкусно. Кстати, есть еще такой вариант. Рагу можно перебить в блендере, и получится что-то наподобие икры. Когда рагу приготовится, даем ему остыть и раскладываем по пакетам. Распределяю внутри пакета достаточно тонким слоем, чтобы в морозильной камере все это компактно хранилось. И к тому же, если нужна будет небольшая порция рагу, можно будет отломить кусочек нужного размера и не придется размораживать нашу заготовку целиком. Очень часто замораживаю бананы. Режу кружочками. Особо не стараюсь соблюдать одинаковую толщину. Все равно потом буду перебивать их в блендере, так что не заморачиваюсь. Раскладываю обязательно на гибкой доске, потому что при заморозке они достаточно сильно прилипают к поверхности. И после заморозки можно пальцы переломать, пока будешь отковыривать их. И обязательно нужно замораживать в один слой, иначе получится слипшийся комок. Замороженные бананы использую в основном для смузи и молочных коктейлей. Для таких целей отлично подходят не зеленые бананы, а уже такие хорошо спелые, лучше всего даже когда кожура покрывается черными крапинками. Именно такие бананы мягкие,
поэтому хорошо пюрируются и на вкус становятся более сладкими, что позволяет в коктейлях вообще не использовать сахар. Просто берешь молоко, банан, можно ягодами дополнить. Например, с клубникой очень вкусно получается. И все это дело взбиваете в блендере. Нереально вкусно. Бананы я предварительно не размораживаю, закидываю в блендер прямо из морозилки, так что они еще и охлаждают напиток. После того, как бананы заморозились, складываю их в пакет. Приступаю к следующей заготовке. Это шампиньоны, нарезанные слайсами. В холодильнике они много не лежат, быстро портятся, поэтому я предпочитаю грибы сразу замораживать. В сыром виде я их обычно использую для пиццы, для запеканки, это чтобы сверху украсить, поэтому нарезаю так, чтобы сохранялась форма грибочка, шляпка с ножкой. Ну, это так, не обязательно, конечно, но желательно для красоты. Раскладываю на гибкой доске в один слой, иначе кусочки между собой слипнутся, и уже после того, как они подморозятся, складываю в пакет. Не меньшей популярностью у меня пользуется еще одна заготовочка из шампиньонов. Это уже готовые поджаренные грибочки. Разогреваю сковороду, добавляю подсолнечное масло без запаха. Можно жарить на сливочном масле, так будет еще вкуснее. Достаточно мелко нарезаю шампиньоны, отправляем их на сковороду. Жарю на огне чуть больше среднего. Добавляю соль, черный молотый перец по вкусу. Периодически помешиваем и доводим до готовности. Грибы очень быстро жарятся, буквально минут 10. Даем остыть и раскладываем по пакетам порционно. Сразу откладываете столько, сколько у вас обычно уходит в то или иное блюдо. Либо можно заморозить тонким слоем и потом отламывать нужное количество. Такие грибы я использую для соуса, например, для макарон. Также добавляю гречки, очень вкусно получается. Можно разогреть и добавить к картофельному пюре или к жареной картошке. Можно в жульен, можно в запеканку, можно в куриные рулетики, можно в пиццу, либо на горячий бутерброд, либо в яичницу, да куда угодно. Просто супер заготовка. В морозилке она у меня всегда. Еще один must-have – это замороженный укроп. Боже, как это удобно! Укроп промываю, просушиваю, чтобы он не слипся в процессе заморозки. Отрезаю толстые стебли, их не выкидываю, а отдельно замораживаю и затем добавляю в бульон. И когда они отдадут свои вкус и запах, я достаю из бульона. Их даже лучше сразу связать ниточкой, чтобы было удобнее извлекать. Здесь у меня 200 грамм укропа. Ну а пучок укропа мелко нарезаю и сразу складываю в пакет. Замораживать на доске нет никакой необходимости. Если укроп был сухим, то во время заморозки он не слипнется и не скомкается. Получается совершенно универсальная штука для заправки первых и вторых блюд. То же самое и с петрушкой и с кинзой. Подсушиваем, нарезаем и замораживаем. Немного укропа я отложила для следующей заготовки. И еще одна просто божественная заготовка. Да, это борщ. Господи, мне кажется, нет более грязного в приготовлении супа. Ну, грязного в том плане, что везде капли свеклы, эти розовые руки, которые потом не отмываются, капуста, разлетевшаяся по всей комнате. Не знаю, может, у меня одной так. Вы в комментариях ставьте плюсик, если у вас так же. Будет интересно, сколько нас таких борщевых хрюшек. Да, делая эту заготовку, мы сегодня насвинячим, куда уж без этого. Но это один раз. Приготовим сразу несколько порций и дальше будем жить и радоваться. Когда нужно, взяла заготовку, бросила в воду, добавила соли, немного сахарку, перца, сока лимонного, лавровый лист и все готово. Получается чисто и удобно и быстро. У моей мамы подруга закручивает полностью готовый борщ уже с бульоном в банке, так что получается еще удобнее. Но мне негде эти банки хранить, так что мне больше подходит такой вариант. Тушу все овощные ингредиенты без жидкости и порционно замораживаю. Кубиком нарезаю картофель. Поскольку натираю большое количество овощей, то пользуюсь кухонным комбайном. Морковь и свеклу можно нарезать мелким кубиком, можно просто натереть. Это как вам нравится. Шинкуем капусту. Также мелко нарезаю несколько долек чеснока.
Все отправляем на разогретую с подсолнечным маслом сковороду. Масло без запаха. Добавляю немного воды. Туда же мелко нарезанный укроп. Ни соль, ни черный перец я в эту заготовку не добавляю. Их лучше добавить уже потом, когда будете готовить борщ. Накрываем крышкой и тушим минут 10. Не до полной готовности, потому что в последующем в кипящую воду забросим нашу заготовку и будем еще минут 20 держать суп на огне. Так что потом все и доготовится. Затем даем наши заготовочки остыть и раскладываем по пакетам. Отправляем в морозилку. Сейчас наступила осень и хочется уютной атмосферы, поэтому хочу сделать крупные кусочки льда вот в такой классной форме. Я вам ее показывала в видео с осенними покупками. Можете посмотреть, вдохновиться этой осенней атмосферой. Наполняю форму водой и отправляю в морозилку. Получается такая вот красота. Крупные льдинки использую для холодного кофе, для холодного чая, лимонада, компотов. В общем, для охлаждения любых безалкогольных и алкогольных напитков.